Привет, друзья! Сегодня в продолжение моих эксклюзивных дегустаций крафтовых сортов пива из Бельгии я представлю вам, на первый взгляд, вроде как и не пиво, но Антверпенский колледж пива, который организовывает главное пивное событие в Антверпене, фестиваль пива Modest Beer Festival, приобрел головную боль с этим сортом. Юридически в Бельгии это не пиво, поскольку оно варится без каких-либо зерен или солодов. С другой стороны, он похож на пиво и является неплохой альтернативой безглютенового пива. Стенд пивоварни по этой причине был размещен даже не в основном зале, а где-то на выселках. Но это не помешало ему стать своеобразным открытием фестиваля. Итак, Ginger Tipple. Сульцбахерс позиционирует себя как пивоварню полностью натурального имбирного пива. И это звучит как All Natural Ginger Beer Brewery. Находятся они в Антверпене, Бельгия. Джереми Сульцбахер, который родом из Лондона, самый главный Ginger Tipple. Однажды он задался идеей создать напиток, который можно было бы пить на Пасху, когда религиозные ортодоксальные евреи не могут пить обыкновенное пиво. Таки да. Работа над Ginger Tipple, в дословном переводе то ли рыжий алкогольный напиток, то ли имбирный, была начата в начале 2015 года. Больше года разрабатывали рецепт и проводили эксперименты с использованием органических и экзотических сахаров, чтобы усовершенствовать вкус и цвет напитка. Вторичное брожение лучше контролируется, и на этом этапе методом сухого охмеления добавляется хмель-каскад, чтобы добавить цитрусовости к имбирю. Искусственные красители, консерванты, ароматизаторы или искусственная карбонизация не используются. Что же такое Ginger Tipple? Это освежающее имбирное пиво, ферментированное с отобранным натуральным имбирем и сахарами. Каждый корень имбиря очищается и натирается вручную. Закупорка бутылок производится тоже вручную, а карбонизация естественная. Unfiltered, unpasteurized, unlike anything else for the unafraid. Нефильтрованная, не пастеризованная, отличная от всего остального, для тех, кто не боится. Ginger в переводе с английского, как я уже говорил, может обозначать и имбирь, и рыжий. Именно эти два значения лежат в основе концепции названия. Думаю, что рыжеволосый парень, который запечатлен на рекламном борде напитка, символизирует еврейского мальчика. Скорее всего, таким образом продвигается идея создания уникального еврейского кошерного пива. Во всяком случае, позиционирование постоянно подкрепляется образом его создателя в неизменной кипе, еврейском головном уборе. Так сказать, еврейское пиво, созданное евреем для евреев и тех, кто не боится. Но это только мои предположения. Что ж, попробуем. Содержание алкоголя в нем 9%, начальная плотность сусла, естественно, не указана. Бутылочка 0,33. Черная этикетка, белыми буквами написано Ginger Tipple, название пивоварни. Также указано, что оно безглютеновое и что сделано в Бельгии. И содержание алкоголя. Собственно, все. Контр-этикетка отсутствует. Крышечка черного цвета. Давайте пробовать. Сейчас просто ворвался аромат свежайшего имбиря. Цвет у него светло-желтый, туманный. Пенная шапка практически отсутствует. Есть некое подобие, обрисовочка, намек на нее из маленьких микроскопических белых пузырьков.
карбонизация слабая. Есть некие взвеси в теле напитка. Вот таким вот образом это все выглядит в бокале. Давайте будем пробовать. Аромат дает свежую комбинацию имбиря и цитрусовых с тонами карамелизированных сахаров. Производитель рекомендует следующий способ дегустации своего напитка. Оставить его на 2 или 3 секунды в области рта, а затем позволить ему течь на язык, чтобы почувствовать, как маленькие пузыри щекочут ваше небо. Попробуем. Вкус довольно кислый, преобладают ароматы горького, но очень освежающего имбиря, поддерживаемого хмелем и сахарной сладостью. Хмелевая горечь переплетается с имбирной, проявляются пряные, цветочные тона, намеки на грейпфрут. Довольно серьезное содержание алкоголя завуалировано пряной кислотностью имбиря. Ginger Tipple оставляет приятное послевкусие имбиря, уходящее в глубокую сухость. Резюмирую. Мне это в какой-то степени напомнило имбирный квас. Эксперимент с его охмелением, конечно, имеет место быть и как минимум получился интересным. Во всяком случае, это новые для меня вкусовые ощущения и не могу сказать, что они негативные, даже наоборот. А любому ортодоксальному еврею это еще и спасительный напиток во время поста. Ничего личного, только бизнес. Данный сорт представлен на дегустацию бельгийским проектом Belg Beer Tour, информацию о котором вы можете найти на их сайте, ссылку на который я оставлю под видео. Каждый желающий может принять участие в пивном туре по Бельгии, который для вас с радостью организует компания Belg Beer Tour. Представленный напиток вполне мог бы оказаться на полках магазинов и вашей страны. Так что смело обращайтесь по контактам в описании. А на этом у меня все. Пейте правильное пиво, подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь к моей группе в ВК, ссылка внизу. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Будет интересно. Пока-пока, друзья.